Ой, ой, мать. Ой. Фу. Ой, свежий воздух. Хапнуть немножко свежий воздух. Всем привет! Вы на канале Алекс Фиш, и это мой новый проект про дачу. Я не профи в ремонте, но хочется научиться и сделать на этой даче все самому. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новое видео в моей новой рубрике. Друзья, всем привет! За мной рассвет, но я пришел на очередную разведку на рыбалку. Сегодня такое тихое место, вокруг никого и одни деревья, кусты вокруг. Это Куйбышевское водохранилище. И сегодня я буду пробовать ловить, вот что получится. В общем, рыбалка начинается, все самое интересное вы, как всегда, увидите. В это утро я просидел несколько часов на берегу в ожидании поклевки, но, к сожалению, ее так и не увидел. Осваивать и проверять новые места иногда очень даже неохота, но это нужно делать, иначе ты просто-напросто не поймешь, клюет в этом месте или нет. Солнце начинало светить ярче, и я решил немного половить хищника. Но вознаграждением в это утро была поклевка с достойным окунем. Есть, друзья, рыбка. Хорошая. Бомбардочку шмякнул. Окушок. Хороший. Ох, хороший, друзья. Вот это окунь. Зачет. Шикардос. Класс. Такой. Прям кайфундель. Перебрался вот на это место. Сегодня мы проснулись на даче. Я пораньше, как вы видели, с утра смотался на рыбалку. И сейчас будет такой стандартный рабочий день на даче. Очередная серия начинается. Погнали! Первым делом я хочу обработать внутри баню антигрибковым раствором, специальным для сауны бань. Вот такой раствор я купил. Написано: бесцветная лазурь для сауны и бани. Я уже поддон, который лежит в бане на полу, им обработал. Прикольно смотрится, такая обработка проходится. Валик, кисточка и ванночка, в которой будем валиком все обрабатывать. Ну и, конечно, перед началом обработки нужно все тщательно подмести. Если заметили, доски нет вот здесь. И совершенно случайно нашли эту доску. Сейчас ее вставлю. О, другое дело. Водичка ничем мутная, не примечательная. Начну сейчас с дальнего угла, с дальних углов, и постепенно сюда буду спускаться. Думаю, наверное, кисточкой я просто буду проходить. Возьму сейчас 5-литровку, туда перелью
Все, не буду переливать. Вдруг хватит. Начнем красить. Так. Сюда кисточка входит. И так постепенно, дощечка к дощечке, я начал обрабатывать данным раствором всю баню. В этой работе не нужны какие-то особые навыки, берешь кисточку и прокрашиваешь все тщательно. Фу, друзья, все, уже жарко становится. Хорошо, что с утра это сделал, и сейчас можно будет крышей заняться, я думаю. Вот, потому что уже пора сделать крышу и забыть о ней. Утеплить, все там сделать и все уже заниматься дальше домиком. Потому что и утеплитель места занимает много. В общем, думаю, сейчас займусь я крышей. Так, ну что, приступаем к поднятию инструмента, утеплителя наверх. Ну что, я уже наверху. Сейчас надо будет проложить туда доски несколько и начать с того краю сюда постепенно утеплять. И постепенно сюда перемещаться. Так что вот так вот. Фу, надо одеть маску. Маски. Да, сейчас капец мне будет. Тут вообще жарища такая. Я не пойму, у меня другая есть маска. Тебе надо ее? Не надо. Ой, хватит. Да. Тут просто греется от шифера все. Жескачочек, конечно, тут. Так. Ну а сама система покрытия первого слоя была такой же простой, как и в домике. Отмеряй необходимые куски, отрезай и вставляй в ячейки. Чем дольше времени я находился на чердаке, тем становилось тяжелее. Солнце начинало пропекать через крышу, соответственно, мне становилось еще жарче. Маска уже на лице была вся абсолютно мокрой, но снимать ее было нельзя. По той причине, что в воздухе на всем чердаке летали частички мин-ваты. Очки я, к сожалению, как вы заметили, снял по той причине, что они просто-напросто стали отпотевать. Одевать какой-то защитный костюм от мин-ваты я тоже не стал. И, конечно же, за это поплатился. После того, как я все покрыл, я могу честно признаться, все руки, вся шея у меня чесались. Хоть это и не стекловато, но все-таки такой же эффект небольшой есть и от этого материала. В принципе, сходив после этого в баню достаточно быстро, я отмылся. Фу, немножко отдохнуть, друзья, это просто жесть. Самое реально сложное, что было у меня на данный момент. Ну ничего, вроде покрываю. Сейчас одним слоем покрою. Потом буду думать, что делать дальше. Сверху можно было бы еще прям вот такой большой слой положить.
Прям как сэндвич. Это было бы, конечно, прикольно. Но не знаю, получится ли. Половина домика есть. Сейчас. Сейчас еще буду эту часть закрывать. Но я думаю, в 2 слоя хватит мне утеплителя, кстати говоря. Ой, ой, мать. Ой. Фу. Ой, свежий воздух. Хапнуть немножко свежий воздух. Фу. 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 Ну и вот остался финишный рывок, сделать 2-й слой. С ним было гораздо проще. Там я отрезал куски на всю длину поперечных балок и просто стелил 2-м слоем. Ну а на коленках я получил вот такой результат. Большие больнючие мозоли. Ну все, друзья, наконец-то я закончил. В 2 слоя все уложил, как раз хватило. Чуть-чуть там осталось, но это уже ерунда. Пока вот так, видите, тут старая проводка еще торчит. Я ее наверх специально поднял. В общем, пока гидроизоляцию класть не буду, по той причине, что дождусь электрика, который будет мне все подсоединять. Всю разводку я буду делать сам, а непосредственно соединение всех проводов будет делать электрик, вызову. И может быть потом я все-таки положу гидроизоляцию, хотя... Напишите в комментариях, стоит с этим заморачиваться или нет, потому что здесь я ходить не буду. Вот как есть, так все и будет. Может и смысла нет в гидроизоляции. Здесь постоянно сухо, я проверял, что в ливне, что после зимы. Ничего не подтекает, поэтому абсолютно на утеплитель ничто не попадет. В общем, напишите в комментариях, стоит заморачиваться, еще раз сюда залазить и... делать гидроизоляцию или все-таки оставить так. Все, готовим крылышки сейчас к обжарке. У нас сегодня на ужин будут маринованные крылышки в аджике, в панировочных сухарях и обжаренные в масле. Но для начала нужно обрезать вот эти вот ненужные маленькие хвостики, потому что от них толку вообще никакого нет. Кстати, казан только что обжег. Отдельное видео будет, как я его обжигал. Может, тоже как бы будет полезное, потому что про бочку достаточно нормально смотрят. Видос. Актуальные темы вот эти. И вот сейчас будет первое блюдо в обожженном казане. Это вот эти крылышки. Берем панировочный сухарь.
сухари. И обваливаем крылышки. Потом их сейчас во фритюре как забубеним. Ох, будет пушка-гонка, красота. Ну что ж, масло накалилось, и мы теперь кидаем курицу, крылышки. О да. Бургер Кинг и KFC отдыхать будет. Много жарить не буду. Хочу именно, чтобы они как во фритюре жарились. Все, хватит. Рабочий день закончился, выходной рабочий день. Приступаем к дегустации. Надо попробовать. Бургер Кинг отдыхает. Это вкуснятина. Ну что ж, мы кушать. Приятного нам аппетита. Ну а я с вами попрощаюсь. Подписывайтесь на канал. Всем пока. До новых встреч.